Здравствуйте. Сегодня, надеюсь, будет интересная подборка позиций. Что-то из тетради, что-то из того, что я вот играл вчера на лидрафсе. Давайте будем смотреть. Ход белых. Здесь я делаю паузу. Как бы вы пошли. Дамка. Вот такой вот ход. Он, в принципе, просится. То есть основная идея на этот ход походить сюда, и получается оппозиция. Далее на этот ход на G1 и, допустим, CB4, AB8 и куда-то вот таким образом надо ходить. Так, вот здесь я думал, что выиграна позиция за белых. Я покажу идею основную. Но вроде бы компьютер тут показывает чуть-чуть по-другому и не совсем, честно говоря, для меня логично он показывает. То есть там компьютерный мозг. Ход F2 на G3. То есть, если, вот как в книжках пишут, интересно, может быть, идея сюда напали, и вот грозит вот эта идея, допустим, как походить. Давайте я похожу DC7, или DE7, даже не знаю. Вот здесь вот есть вот эта вот идея. То есть какая-то шашка проходит дамки. Понятно, что вот это вот будет проходить и так далее. Вот эта идея, может, была интересна, вам нет. Вот FG3. Основная идея, то есть если DE7, EF, не основная, точнее сказать, одна из идей. И вот CD2, и надо отдавать шашки. Далее. Вот этот ход DC5. Да, и вот сейчас вот покажу как раз основную идею. То, что я видел, то, что я хотел показать. Вот DE7, то ход HG5. И вот здесь на нападение получается вот эта вот идея. С проводкой вот этой вот шашки FG7. Сначала проведем эту шашку, потом вот эту на C1 шашку проведем. И если DC7, опять вот эта вот идея, чтобы на этот ход опять вот эту идею провести, то есть сюда и на E5. Сначала эту шашку проводим на C1. Но вот здесь вот проблема. Есть проблема. CB4. И вот здесь вот компьютер просто показывает ничья. Вот, конечно, приблизительно вот этот вот вариант. Я, кстати, покуда ничего тут не вижу. Вот такой момент компьютер опроверг меня. Но вот эти вот основные идеи с HG5, вот они такие симпатичные достаточно и интересные. Конечно, этого хода не смотрел. Смотрел только вот эти вот нападения. Либо, но если не нападать, понятно, что ходим на H6. Далее. Вот позиция интересная, я думаю, очень интересная. Мне она очень нравится, но может кто-то не оценит. Либо с другой точки зрения. Может что-то найдет в этой позиции. Будет интерпретировать эту позицию. То есть FG7. Вот здесь вот очень красивый ход такой. Это я играл когда-то давно партию в Блиц. На BC3, понятно, CB6 блокируем. Вот это вот идея. На DC3, GH4 тоже непонятно куда ходить. А основная идея именно DC5. И вот GH4. То есть здесь никуда не двинешься. BC3 получается CB. DC тоже CB. То есть сюда получается вот эта вот идея. DC5. И вот здесь вот как раз ходим GH4. Да, как я уже говорил. И вот здесь вот нападение. И опять непонятно куда двигаться. То есть отбиваться.
И вот здесь вот как раз выжидаем полностью. То есть где-то здесь надо белым отдавать шашку, но я не буду вдаваться в подробности, может здесь тоже компьютер что-нибудь найдет. Но вот, допустим, так. Опять как ходить. То есть ДЕ не пойдешь, потому что шашку заберут. А как по-другому? То есть других ходов-то в принципе нету. БЦ тоже комбинация. И на FG3 тоже есть комбинация. Вот это вот. На D4. То есть шашка лишняя. Вот такие вот позиции. И давайте я сейчас вернусь. Не знаю даже с чего начать, честно говоря. Ну вот давайте начну с лидравса. То, что я вчера играл. Хотелось здесь как-то подкрутить позицию, но у меня вышло подкрутить позицию. CD4, естественно, я пожертвовал. То есть была такая идея, вот. Но здесь есть один момент интересный. Допустим, DE7. Ну, DE7, мысль какая у меня? На DC3 провести с выигрышем. То есть, ходов так сильно и нету на этот ход. Вот просто, наверное, FE5. Ну, HG7 есть, то есть давка дикая. То есть эти позиции меня бы устраивали, хотя может FE5 вот этот и не самый сильнейший, но эти позиции меня бы устраивали. Второй момент. Так, это я уже тут захитрил. Вот. Если сюда походить, то, естественно, на G7, то есть с теми же идеями практически. То есть на этот ход провели комбинацию, получается. Кстати, здесь ничья при комбинации. Да, вот при комбинации ничья. Так, какие у меня тогда мысли были? Сложно сказать, какие у меня мысли были. Ну, вот, может, GH2 тоже неплохой ход. Да, неожиданно такой антипозиционный ход. Вот на борт и хорошей шашкой на H2, конечно. Антипозиционный очень ход. И как-то нормальная позиция получается. Ну, может быть так. Но вот давайте я пошел по-другому. Я HG7 пошел. И атакую шашку. То есть хочу в эти позиции выйти. GH2 отбился. И вот GF6. Ну, вот здесь, конечно, быстро проиграл. Совсем. Вот неудачно он походил явно. Надо было где-то, конечно, на эту позицию идти. Я хотел играть вот эту позицию. Но вот он как-то хитро сыграл. И после чего получил совсем плохую позицию. То есть грожу напасть. Сюда. Интересная идея. Я вам сейчас даю пару секунд подумать. Мысль. Такая вот. То есть FG5 получается единственный ход. Ну, даже можно ставить детям. Видите, ED4 нельзя. То есть FE5 и понятно, тут додавил, выиграл эту позицию. То есть уже грозит. Дальше. Вот давайте с этой позиции начнем смотреть. Да, вот эта вот позиция, как раз то вот эта позиция получается изюминка вот от того, что я вчера играл, в принципе. Так, давайте я переверну. Ну вот, пришли к этой позиции. Я видел, честно скажу, видел вот этот вот ход и думал, что здесь все в порядке у черных. Но, как позже выяснилось, надо было ходить, если бы так вот было в партии, то надо было же H4 ходить, понятно. Вот так вот нельзя перебиваться. Так, а вот на этот ход, интересный ход FG3. И куда тут ходить, очень сложно все. Не знаю, куда тут вообще ходить. То есть, если вот эту выжидательную позицию занять, то... Так, ну, куда тут точнее пойти нам? На ED2, чтобы вот этот ход был. А B4, то есть, идея такая, чтобы на этот ход вот это вот была идея. То
есть на этот ход мы просто выжидаем. Ну, вот такие вот здесь выжидательные маневры в этой позиции. Ну, вот получается вот эта позиция. Так, давайте дальше. Ну, вот видите, не все так просто. То есть, вот. Конечно, другие ходы есть. Ну, типа АЖ. Ну, давайте, наверное, можно Е2. Можно, наверное, этот ход. Ну, позиция вот эта интересная, конечно. Уже интересно очень. За белых нормальная позиция, когда связали, точнее сказать. И вот поэтому BC7, вот этот мой план, кстати, не проходил. В партии совсем по-другому было. Но вот давайте я покажу, как надо было ходить. HG7, видите, супер вообще антипозиционный ход. И вот надо FE3, ну, другого я, наверное, не вижу все-таки. BC5 тогда отдаем, и вот сюда. То есть, оно сразу как-то автоматически у меня отпадало, потому что блиц. Почему? Потому что вот эта вот комбинация идет. Но самое интересное, что вот комбинация как раз после CD6 и ничейная. То есть, я вообще ничего не вижу здесь. Шашка лишняя, но где выигрыш, где что-то, непонятно, конечно. Сюда, ну, АБ4. То есть, ничего вообще не видно. Абсолютно. То есть, HG7, смотрите, вот этот HG7 достаточно такой интересный ход. И вот достаточно интересная ничья. Но это я в партии вот это не видел, я скажу честно. HG7 я не видел. То есть, BC5 что-то я видел опять, но... BC5 что-то видел, но вот конкретно FG3 тоже опять я не видел. Но в партии было BA7. Это блиц, так что, ну, вот, все по определению, конечно, я не мог видеть. Но вот я, наверное, даже части не видел того, что нужно увидеть. Вот GH4 пошел. То есть, идея уже какая? Вот здесь, конечно, BA7 я уже понял, что я выиграл после BA7. То есть, идея какая? BC5 нельзя. Отдаем. Вот за этого. А в партии было DC5. Тогда я просто здесь посчитал, что самозажим идет в мою пользу. Ой, зажим, точнее сказать. Ходы заканчиваются. Но зажим это неправильно. Вот ходы заканчиваются. Ну, вот так вот. То есть на G, FG опять. Если меняться, то вот эта вот позиция будет. Так, я уже назад отдаю. Ну, ладно. Ну, вот такая вот позиция получается. Так, давайте еще назад. Что-то хотел вам показать сегодня. А, да, вот здесь, конечно, все интересно было. Так, давайте поверну доску. Я почему-то отказался. Либо мне поиграть захотелось. То есть, мне, наверное, неинтересно было. Я хочу сказать, что, ну, я видел вот эту идею. Конечно, сумасшедшее преимущество здесь. Я даже детям говорю, что где-то 95%, ну, это я так условно всегда говорю, что 95%, если вот в эту позицию завести на А3 без шашки С1, ну, или там у черных по-другому, то 95% где-то выиграно. То есть, очень редкие позиции, что все хорошо заканчивается у страны, у которой нет шашки С1. Вот типичная вот эта позиция. Ну, вот... Почему-то я захотел вот так вот играть, эксперименты какие-то видно. И я хочу, что они бы, наверное, эти эксперименты могли очень плохо закончиться. Вот после CB4 непонятно куда ходить. В основном, смотрите, идея. Сейчас я покажу основную идею за белых. FE. Ну, если FG, то есть, вот эти вот какие-то моменты есть тоже, наверное. Но это уже с компьютера смотрел, они там ничейные. Ну, я не знаю, вряд ли я бы что-то нашел. Но еще есть вот... Я в партии думаю, что я бы сразу испугался. И вот я видел, недавно играл такую позицию, кстати, проиграл. Тоже в блиц. И вот DC3 и атака шашки. И что делать? То есть, позиция очень плохая у черных. Реально плохая. А вот я сейчас покажу... FG5, то есть CD4, ну, явно плохой ход. Почему FG7, FE7, то есть идея такая, что вот этого хода нету из-за вот этой вот комбинации. А на АБ2, то есть DE5 я просто давлю. Ну, понятно, что
здесь выиграно. То есть я еще так специально хожу cd6, чтобы вывести шашку с этого фланга. То есть, чтобы эту шашку на всякий случай кидать туда. Но, в принципе, ед6, я думаю, что ед6, наверное, даже если смотреть на ед6, то логичней. Как-то почему-то я cd6 пошел. Ну, наверное, на d3 думал размен. И вот здесь шашки покуда не остается. Вот эта шашка быстро идет туда. Выигрыш темпа. Ну, вот я так выиграл. По-другому можно было. Ну, такой выигрыш последовал. Так. Сейчас еще одна позиция. Ну, вот позиция достаточно интересная была. Конечно, я тут совсем пассивно играл. Хотел какую-то позицию, я за черных играл, найти. Но вот уже я понял, что надо меняться. Иначе все будет плохо. И вот я зашел в эту позицию. Вот здесь вот уже кое-что видел с этой позиции. То есть dc7, cd2 на b4, fe5. Ну и вот здесь вот самое интересное, что здесь можно в блиц поиграть эту позицию. Хотя, вот посмотрите на эту позицию, я думаю, что ничья. Но я видел в партии, то есть она несложная. И, в принципе, ну я не думаю, что у кого-то возникнут вопросы здесь по ничьей. То есть bc5 надо было, gf. ед2, b7, ну так далее, и так далее, то есть естественно. А вот если другие ходы делать, то и не все хорошо. В партии было b5, я естественно подстраховал bc7, ед2 и просто ef4, ходить-то собственно говоря нету куда. То есть если на f2, то просто можно зажаться. Вот таким образом. Так, а если опять, если ед2, то опять вот сводить к этой позиции можно. bc7 и на dc3 можно просто напасть, нету темпа у белых. То есть на этот ход вот такая позиция получилась. Но вот не такая непростая позиция. Так, и еще давайте я уже вам покажу то, что я хотел показать. Опять поверну позицию, я играл за белых. Тут я как-то хитро начал играть и не совсем точно. То есть здесь за место dc7 надо было просто fe7, то есть шашка вот эта вот важная, она идет на этот фланг. То есть dc7 как-то она достаточно ограничена, видите. А d7, вот колонны вот эти сохраняются, покуда связанные с этими шашками. То есть она может пойти на этот фланг. И поэтому dc7, конечно, не хороший ход. Надо было, я уже говорил, fe5, но здесь проблем вообще я не вижу, в принципе, в позиции абсолютно. А вот dc7 пошел. И вот я думал, что я слишком хитро и умно сыграл, но вот если походить здесь же h4, то как-то давайте вот посмотрим. Интересно достаточно здесь. fe5. Вот fe5 можно попасть вот в такую позицию ba5 и fe3. Ну вот что-то здесь, наверное, более логичная такая позиция. fe5. И вот здесь вот момент есть интересный. fe5, кажется, что пойдем сюда и проведем, и все нормально здесь у черных. В этой вот позиции. То есть без шашки с одной стороны, но ничья должна быть. По идее, не вижу тут я сильно ничего. Но вот здесь вот момент интересный, конечно, есть. На g7 отдали и fg3. Ну и здесь где-то надо уже что-то шашки жертвовать. Тут, потому что идея основная какая? Я грожу, и вот основная идея вот такая, конечно. Ну вот такая вот мысль основная. Так, что я хочу. И, ну, если отдать вот это вот, получается тоже очень плохая позиция. Вот таким образом.
такая позиция получилась. Но я тут слишком хитро сыграл, думаю, что где-то здесь, то есть сейчас разменяется, ну, то есть у меня еще один размен вот. Думал, нападу, и как-то вот эти шашки, покуда они ходят, что-то хочу сделать с ними. Но совершенно простая идея, естественно, была на этот ход просто АБ4 поменяться, то есть ничего не было. Абсолютно. Даже я здесь покажу вот эту идею, которая она не проходит. Вот ЕД4, то есть идея, мысль такая на нападение и так далее. Вот пойти. Тут просто БЦ3 и вот эта вот позиция. Так, БЦ3, GH, GF, позиция ничейная. Так, где-то еще, кстати, есть здесь момент такой, наверное, подождите, БЦ3. Так, что на этот ход? Ага, вот интересно, да, не заметил. Так, GF2, давайте посмотрим, что тут. Так, АБ4. Да, здесь есть, дело в том, что на нападение, вот это вот, на это нападение есть вот эта идея. GF4, да. Ну вот, получается так, видите. А в партии было вот, побили на c5, cd4, я говорю, что вот я хотел, моя хитрость в чем заключалась, что вот эти шашки не играли вот во фланге. То есть на фланге, если fg5, то связочка получается, а здесь cb4 бой. Вот есть gf2. Конечно, ход gf4 предпочтительнее был, наверняка. На ед6 вот такая вот мысль. Вот gf6 и так далее. Но я пошел сюда, и вот здесь, конечно, он ошибся. FG5, после чего я тут напал, ну, естественно, выиграна позиция. Так, вот надо было GH. Так. BA3, GH. Вот в этой позиции то как раз, то, наверное, все-таки позиция вот эта ничейная, потому что надо отдавать. И вот выходить в этот эндшпиль, да, эндшпиль предпочтительнее у белых, но я думаю, что он ничейный. Вот такой вот эндшпиль. Итак, вот все, что я сегодня вам хотел показать. Может, что-то интересное, что-то менее интересное, ну вот все, что было. Итак, до новых встреч.